Всем привет, дорогие друзья! Под обзорами классов Lineage 2 C1 вы часто писали, что вам не важен монтаж, а главное информация. Мне даже как-то стыдно за подобный формат видео, однако выкидывать сценарий, который писался несколько недель многими людьми, было жаль, поэтому это будет первое и единственное видео такого качества. Напоминаю, что играть в Lineage 2 лучше на официальных серверах, где установлены самые актуальные обновления. Сделать это можно по ссылке в описании. Я понимаю, что многие ждут от меня роликов по Elmore Lab с гайдами по классам C1, а потом, когда там будет C2 и C3, то и по ним тоже. Однако видео с неофициальным геймплеем теперь запрещены, а на канале уже висит один страйк. Официальных серверов данной версии игры уже очень давно нет, но зато мы можем погрузиться в воспоминания на официальных корейских серверах Lineage 2, откуда все и началось 19 лет назад. В этом выпуске мы вспомним, каково было играть на обновлении C1 Бардом и Хилам. Конечно, игра очень сильно изменилась с тех пор, и работу скиллов можно будет лишь представлять, но у меня совершенно случайно завалялось несколько скриншотов с меню умений классов времен C1, поэтому вы можете ориентироваться и ностальгировать по этим панелям. Ну а больше информации по Lineage 2 C1 можно найти у нас в телеграм-канале, где я еще и периодически разыгрываю крутые сувениры из Lineage 2. Ссылка в описании. Давайте вспомним, какими на C1 были барды. Помните, что на C1 были X1 рейты, поэтому, выбирая барда, сначала нужно было готовиться играть просто танком, ведь путь до второй профессии у обычного игрока может занять даже не один месяц. До 40-го барды мало востребованы в пати, так как танковать просто нечего. РБ в C1 представляли собой просто жирных иксованных мобов, которых можно легко убивать в 3-4 человека без танка. Если у вас не было КП, то кач на париках с магами был не очень частым, поэтому рассчитывать на это не приходилось. Однако вы и в соло качаетесь не сильно хуже других миликов. Ведь главной проблемой для всех в C1 является отсутствие вампирика. И хотя у кого-то урон может быть и больше, но хорошая защита тоже имеет свои преимущества. Из важных особенностей также стоит отметить, что в C1 стоимость последующих сонгов и дэнсов не зависит друг от друга. То есть танцы БД не увеличивают стоимость сонгов СВС и наоборот. Стоимость растет только с каждым последующим сонгом у СВС и дэнсом у БД. В целом, как и всегда, в начале тяжело, но зато по мере движения к хай-левелу вы становитесь незаменимым классом для пати, но нужно до этого дотянуть. СВС. Полутанк, полубафер со всеми минусами и плюсами эльфийской расы. Благодаря высокой базовой скорости и селфу на скорость будет очень хорошо справляться с вождением париков, легко заменяя танков. К тому же у него есть великолепное расовое замедление, в зависимости от уровня, снижающее скорость цели на 15, 30 и даже 50%, что будет полезно при игре в пати с рейндж ДД и в соло с луком. В нужный момент он может похилить себя, снять яд и кровотечение, которые в C1 висят по 2 минуты. Помним, что в C1 нет вампирика, а значит свой личный хил будет очень полезен. Также СВС имеет полезную пассивку «Святое оружие», что существенно повышает ДПС против нежити. Хорошо себя чувствует с луком в руках или проклятой дагой и щитом. Дага для СВС частично компенсирует отсутствие дебафов. Благодаря полезным селфам в условиях одного окна является хорошим выбором в качестве основы, если вы нацелены на партийную игру. В соло прокачке довольно сложен, имеет те же недостатки, что и ТК, а именно очень маленький урон и отсутствие боевых умений и дебафов, отчего класс еще и довольно скучный в ПВП и в ПВЕ на хай-левеле. Агр тут не работает в ПВП и тратит ману. В PvP-паках будет нужен уже с 40 уровня, когда появляется песня отражения на 30% МДФа. Но в ПВЕ это навряд ли поднимет вашу актуальность для пати, так как в C1 вообще мало мобов с магией. Ситуация немного улучшится на 43 уровне с появлением песни святости. На C1 она будет куда более актуальной, поскольку эквип у всех будет желать лучшего.
Поэтому дополнительные 20% защиты для ПВЕ против физурона от нежити будут не лишними, ведь это как минимум треть мобов в C1, а возможно и больше, и с Сонгом у пати будет еще один халявный щит против этих мобов. По-настоящему полезный Сонг появится на 46-м. Song of Wind дает 20% мувспида, чтобы сэкономить время на беготню от моба к мобу, что особенно повысит КПД фарма миликов и облегчит кайт лучникам. В ПВП это будет просто имбовый скилл. Лука пати, которые первыми выкачают СВС до 46-го, смогут раскатывать целые кланы, как это делали топ-паки на классике за счет грамотного кайтинга. И конечно, для вас все кардинально меняется на 49-м. Если вы доживете до этого уровня, то сможете поквитаться со всеми, кто не хотел брать вас в пати на 40-м. Song of Hunter сделает вас самым желанным гостем в любой физической группе. Особенно в вас будут нуждаться лучники и даггерщики, огромная востребованность в PvP группах. Причиной этому является особенность механик этого умения на C1. Данный баф в C1 увеличивает не базовое значение шанса крита, а вдвое повышает текущее значение, которое вы видите в строке Critical. То есть он просто удваивает шанс критического удара от всех бонусов, в том числе пассивных умений и бафа фокус. В итоге у ПВ после 49 уровня с бафом фокус 3 левела и Song of Hunter значение Critical превышает 500, и это с учетом того, что в C1 нет ИСА. Кстати, ограничений на шанс крита в C1 тоже нет. Song of Hunter значительно поднимает вам эффективность фарма в соло с луком. Но это будет уже ни к чему, ведь это самый полезный сонг для физ-пати, и отбоя от приглашений у вас уже не будет. Благодаря Song of Hunter луки в ПВЕ с сосками начинают фармить Адену в плюс, имея шепот смерти и в идеале Дэнс БД на крит урон. Сонг на реген ХП на 52-м будет бесполезен, так как базовый реген небольшой, а он повышает именно базу. Учитывая, что в C1 максимум 20 баф-слотов, этот сонг первым уйдет в утиль. Песня Земли на 55 уровне, конечно же, будет очень полезной, однако в C1 она дает не 25%, как все привыкли, а только 15%. Еще одним важным отличием песен СВС на C1 является эффект песни воды на 58 уровне. В C1 она повышает уклонение не на 4, как все привыкли, а сразу на 10. Да еще и баф Agility от ЕЕ дает на 3 уровне плюс 8 уворота вместо всем привычных плюс 4. Поэтому увороты на C1 будут очень важной механикой. Обратите внимание, что на C1 скиллы дальше 58 уровня не учатся, поэтому у СВС тут нет сонга Vitality на ХП, а также нет сонгов на защиту от огня и ветра, и конечно сонга на рефлект. Все они появятся на C2. Резюмируя, можно сказать, что СВС будет отличным классом для игры в пати и очень ценным в физических группах. Может неплохо качаться с луком в соло или заменить танка на париках. Имеет высокую скорость бега, отличное замедление, нужные селфы и может подхиливаться. ПВЕ в ближнем бою будет крайне сложным из-за низкого урона и отсутствия атакующих умений и дебафов. Путь до момента, когда вы станете полезным, может занять много времени, в течение которого придется пройти через бесчисленные трудности. В КП вы будете выполнять грязную работу по вождению париков, пока все будут сидеть и регениться, а в ПВП только и выслушивать упреки в том, что у вас почему-то закончилась мана или на ком-то нет сонга. Зато если вы кого-то сможете победить, то о вашем вкладе вспомнят в последнюю очередь. Ну и одевать вас будут в то, что даже продать сложно. Именно поэтому СВСов не хватает почти на всех серверах и хрониках, но зато если вы сможете все преодолеть, то от приглашений в группы и кланы отбоя не будет. Вы сможете посмотреть всех самых редких и ценных РБ, поучаствовать во всех ПВП, осадах и клановых войнах. БД. Темный эльф полубафер полу-ДД, со всеми минусами темных эльфов. Обладает неплохой атакой, но из-за крайне низкого кона имеет небольшой запас ХП и очень страдает от станов. Так же, как и СВС, ненужный в пати персонаж до второй профессии. Однако, в отличие от него, имеет хорошую атаку и полный набор хороших атакующих умений и мощных дебафов.
Есть селфы на защиту и атаку, яд, стинг, кидающий кровотечение, а после 32-го Power Break и Freezing Strike, который кидается на нефлагнутого противника. Отличный набор, чтобы начать PvP или выдавить вражеский пак со спота, закидывая им замедление и кровь от стинга. С 20 по 30 уровни может качаться через яд плюс стинг. А если много денег, то и с проклятой дагой в руках. Важно, что соски в C1 не увеличивают урон от умений и работают только на автоатаку. Стинг не стакается с блидом от проклятой даги, поэтому для темных воинов она не дает таких преимуществ, как СВСу. Однако эффект от проклятой даги аналогичен блиду, получаемому на 40-м левеле, что на ранних левелах будет не лишним. Но вкладывать последние деньги в дагу не стоит. С прокачкой через яд есть одна проблема. Он учится на 20 и на 49 уровне, и после 30 проходить он будет все хуже, пока вы не проучите второй уровень умения. Поэтому к 30 плюс левелам лучше накопить на лук. После взятия профессии БД сразу же получает целый набор полезных умений как для соло игры, так и для пати. Но главное, что в отличие от СВС, у БД очень важный для PvP и PvE Дэнс Танец Огня появляется сразу же на 40-м уровне. И дает он целых 50% к силе крит урона, а не 35, как на интерлюде. Также важно сказать, что на C1 этот танец, так же как и шепот смерти, не усиливают силу скиллов даггерщиков. На 40-м уровне у БД также появляется Хекс, что значительно повышает эффективность фарма. Но, конечно, придется выбивать книгу. За счет Хекса и Дэнса на силу крита, БД начинает окупать соски уже на 40-м уровне, а таким мало кто может похвастаться. Ведь за счет пассивки на реген МП он может позволить себе качаться с луком, кидать Хекс и держать один Дэнс, не сильно проседая по МП. На 43-м также появляется танец света, повышающий урон по нежити и мобам с уязвимостью к свету, таким как, например, деревья в ЕГЭ. Важно, что Дэнс света не стакается со святым оружием от ЕЕ и ПП, поэтому в пати полезен он может быть разве что при прокачке с ШЕ, у которого нет бафа с этим эффектом, но зато есть заливка МП. А вот в соло будет часто полезен. Танец вдохновения, появляющийся на 46-м, дает плюс 4 точности, что на фоне песни воды с уклонением на плюс 10 смотрится несолидно и полезен будет в очень редких случаях. После 49-го у вас появляется Dance of Mystic на 20% маг-атаки, и вы наконец становитесь нужным в магических партиях. Можно будет наняться в рабство и водить парики, пока все будут давать 3 нюка и снова садиться на реген, как это делалось на классике. На 52-м БД становится просто обязательным персонажем для PvP в маг-пати благодаря танцу концентрации на 30% скорости каста и 40 единиц резиста от сбивания умений. На 55-м снова очень полезный баф для воинов Dance of Warrior на 12% физ-атаки, а на 58-м танец ярости на 15% скорости атаки. Обратите внимание, что на C1 скиллы дальше 58 уровня не учатся, поэтому у БД тут нет танцев водной и земной защиты, а также танца на вампирик, все они появятся на C2. Резюмируя, можно сказать, что БД будет отличным классом для пати игры, который будет полезен для воинов уже с 40-го, а для магов с 49-го уровня. В мини-группах будет более предпочтителен, чем СВС, благодаря полезным для PvE дэнсам и хорошим дебафам. Это же поможет ему в соло прокачке. Однако, учитывая низкий резист к стану и небольшое число ХП, PvE будет всегда в напряжении. В масс PvP выступает как дополнительный ДД с луком и дебафер. Как и СВС, в КП всегда будет очень ценен, но в то же время будет в дальней части очереди на эквип. Но зато редкость и ценность класса предъявляет к нему меньше требований для кланов, что позволит активно участвовать в жизни сервера даже с меньшим онлайном, чем другие. Жрец Евы. По мнению многих игроков, сильно проигрывает в полезности жрецу Шилен, о котором я рассказывал в предыдущем видео. Имеет хорошую скорость каста и скорость бега, но при этом небольшую маг-атаку, что в целом для саппорта не особо важно. На первый взгляд, в условиях C1 ЕЕ имеет наименьшую полезность среди других баферов. Отсутствие бафа на усиление магической атаки ставит под сомнение его необходимость для магов. К
тому же в C1 еще нет бафа чистота и нет маг-критов, а следовательно и бафа дикая магия, отчего, в отличие от привычных всем интерлюдов, ЕЕ в C1 магам нужен только ради заливки. ЕЕ также не имеет фокуса и шепота смерти, что дополняет стереотип ненужности и для физических классов. Но если рассмотреть класс поближе, то можно найти много интересных особенностей, правда продиктованы они не столько скиллами ЕЕшки, сколько механиками C1. В условиях C1x1 гораздо большее значение получает баф Святое Оружие, способный поднять урон по нежити и мобам с уязвимостью к свету на 20%, а таких мобов в C1 чуть ли не треть. Поскольку СА появляется только в C2, мили-классы до появления в пати Сонга на криты от СВС имеют не очень большие значения шанса крита даже под бафом фокус, поэтому ЕЕ со святым оружием в этих условиях будет неплохой альтернативой ШЕ, у которой в C1 нет вампирика. Баф Святое Оружие не уникальный, есть и у клерика, но клерик не зальет вам МП. Особенности C1 также делают ЕЕ полезным бафером для ножей. В C1 скиллам даггеров, таким как Backstab, Deadly Blow и Mortal Blow, урон не увеличить никаким способом. Урон от Backstab, Deadly Blow и Mortal Blow не увеличивается ни пассивками, ни бафом Шепот Смерти, ни другими бафами на силу крита и даже сосками. Лишь физатака незначительно влияет на урон. Шанс обил разгоняется фокусом, однако шанс бэкстаба в спину фиксированный 97%. Поэтому нежить можно бить бэком и потом добивать автоатакой, а ЕЕ нужно будет лишь заливать МП. Также у ЕЕ есть отличный баф на уклонение, который появляется у нее уже на 25-м левеле и дает сразу плюс 4, а не плюс 2, как в более современных обновлениях. На 44 уровне он дает уже плюс 6, а на 52 целых плюс 8 вместо привычных плюс 4. В итоге в C1 это будет действительно полезный баф, особенно для ножей, у которых и без этого хорошее уклонение. Блесс Шилд в C1 также имеет свои нюансы. Щит тут работает просто великолепно, под бафом 56 уровня шанс удара стрелы в лицо 100%. Механика такая, что ваншотов в щит нет, даже если стрелять с бопа в D-грейд робу, если щит хотя бы мид-C грейда. Поэтому наиболее предпочтительным на PvP всем магам и саппортам нужно брать однорук плюс щит. Жаль, только в C1 нет умения усиленная блокировка на силу блока, которая появится в C3. Также в условиях C1 большую важность получает баф концентрация. Медленный каст позволяет физ-классам успевать добегать или сбивать его из луков, а долгий откат основного нюка и отсутствие многих умений у магов значительно снижают их шансы на победу. И концентрация тут будет очень полезна. Несмотря на менее полезный по сравнению с другими набор бафов для магов, ЕЕ все-таки остается полезной и для них в случае фулл пати. Не забываем, что реген МП понижен относительно более современных хроник, а у магов отсутствует пассивное умение на реген при ходьбе. Поэтому МП будет всегда не хватать, и вторая заливка будет не лишней. Однако в мини-группах маги предпочтут взять ШЕ или ПП в качестве бафера, а под ЕЕ место будет только в фулл пати и на хай-левеле. В отличие от ШЕ, которая постоянно нужна в рандомках. Но ЕЕ на второй профе имеет хороший скилл против нежити, силы небес, что позволяет качаться в соло. Жаль, только баф Святое Оружие на магию не распространяется. Также, в отличие от ШЕ, на второй профессии у ЕЕ качается слип, а не рут, что в PvP гораздо полезней. Для защиты сопартийцев от магов у ЕЕ, так же как и у темного, есть ментал, а против физ-классов есть оковы ветра, крайне сильный дебаф, который на 56 уровне снижает скорость физ-атаки на 50% в течение 2 минут. Из-за особенностей C1, рут, слип и многие другие дебафы даже низкого уровня с блесс-соской могут проходить на хай-левельных персонажей без резиста. Кстати, милики на хай-левеле не смогут зарезиститься от многих дебафов, поскольку ограничение в 20 баф-слотов просто не позволит им забафать все необходимое, включая дэнсы и сонги. Поэтому полезный в мини-группах резист от яда будет почти бесполезным бафом в фулл пати, так же как и реген. В C1 реген у всех очень низкий, а баф повышает именно базовый показатель, так что если придется чем-то жертвовать, то он будет одним из первых бафов.
Уникальным бафом ЕЕ является резист шок. В C1 он повышает базовый показатель, от чего будет очень хорошо работать на войнах с большим коном, но будет малоэффективен на магах, особенно темных. Особенно полезен будет миликом, поскольку станеров будет очень много, а так можно будет даже добежать до того же лучника. В PvP пати на пати на хай-левеле ЕЕ будет очень нужным персонажем, поскольку наряду с речаржем имеет еще и высокую скорость каста и как следствие откат магических умений, что позволяет довольно эффективно использовать первопрофный батл хил. Естественно, перехилить Бишопа мы не сможем, но и этого зачастую достаточно вашим сопартийцам, чтобы не умирать в небольших стычках за споты. Ну и конечно, если на вашу группу скинут паровоз или застанут врасплох враги, у вас всегда есть пати-рекол. В дуо с магами ЕЕ будут брать туго. Да, мана-пул дикий, но отсутствие имповера сильно осложняет поиск, но есть лайфхак. Выкачиваем темного до 25 левела и кричим ЕЕ плюс имповер ищут пати или пишем в ПМ магам, что ищут шее. В этом случае они немного поворчат, что первый имповер хуже, но большой мана-пул плюс лучший хил плюс лучший рез плюс ПР могут и перевесить чашу весов. Резюмируя, можно сказать, что ЕЕ в целом уступает по полезности другим баферам, особенно в магических партиях и небольших рандомках. Больше подходит как бафер и заливка для физ-классов, благодаря резист-шоку, уклонению и святому оружию. До хай-левела, очевидно, будет испытывать трудности с поиском пати и будет нужен разве что как заливка, однако благодаря второпрофному умению против нежити сможет качаться и в соло. В PvP-группах будет очень полезным персонажем, благодаря высокой скорости каста, возможности резать сопартийцев, слипу и пати-реколу. Если вы хотите играть в рандомках и быстро находить пати хоть с магами, хоть с физами, то этот персонаж не для вас. Но если же вы готовы дотерпеть до хай-левела или стартуете в PvP-паке, то это будет отличным выбором. Бишоп. Человек-маг с сбалансированными характеристиками, имеет среднюю скорость каста и не страдает от станов и низкого числа хп. Бишоп лучший хилер в игре, без вариантов. Но в реалиях C1 у него есть страшный враг, слабый реген МП у всех классов. Хилы Биша довольно затратны по мане, а так как в C1 у Б-сетов нет сет-бонусов, то придется ходить в Кармиане даже на хай-левеле. В результате низкий реген маны накладывается на довольно небольшой изначальный мана-пул. Из-за того, что бафы Биша останавливаются на 35-м левеле, он практически не интересен для кача мини-партиями. Им обычно хватает хила шее. РБ в C1 нет, поэтому и на РБ не покачаешься. Но путь до второй профессии займет у большинства не одну неделю, поэтому этот период также очень важен. До профы будущий Биш получает бафы на физ-атаку, защиту, скорость бега и первый фокус, что делает его ценным бафером для физ-пати. В соло можно будет хорошо качаться на нежити благодаря умению разрушить нежить. Для прокачки на нежити в мили-пати у будущего Биша на 25-м левеле есть полезный баф Святое Оружие, способный поднять урон по нежити и мобам с уязвимостью к свету на 20%. Важно, что баф не работает на умение и не стакается с Дэнсом Света УПД. Поскольку в C1 нет СА, тату и банки Акумана в магазине, будущий Биш с 20-го левела становится актуальным бафером для магов. Низкий реген и отсутствие механики вампирика заставит миликов чаще брать в пати саппорт для подхилы, что для нас будет хорошим плюсом. Очень нужным для PvP бафом является ментал, появляющийся еще до второй профессии. Без него в PvP против магов из слипа можно будет вообще не выходить. На 35 уровне у будущего Биша появляется Берс. В C1 этот баф имеет существенные отличия. Тут Берс не режет магическую защиту и уклонение, не дает скорость бега и снижает физ-защиту на целых 12% на 35 уровне и на 15% на 52 уровне. А самое интересное, кидается просто по таргету. В результате в C1 Берс чаще используется как дебаф на мобов и перед PvP на вражеских магов и хилов. На 40-м левеле Бишоп получает грейтер хилы, но из-за резкого роста затрат МП до 44-го, а возможно и выше, продолжает использовать хилы клерика. Из-за отличного хила можно пойти на более сложные споты, но тут же упираемся в слабый реген маны, отсутствие речаржа и высокие затраты на хил.
То есть пати приходится чаще останавливаться на реген. В итоге Бишоп в рандомках довольно сильно проигрывает ЕЕ и ШЕ. После второй профессии он получает ряд полезных умений, однако еще больше становится персонажем, заточенным на ПВП и кланы. Масс воскрешений в C1 это скилл на клан и в рандомках никому не интересен. Примирение довольно интересный скилл, который сильно увеличивает возможность куда-то пробежать среди агров, но если агров много, то считай не повезло. Также появляется новый атакующий скилл против нежити Сила Небес, который позволит неплохо качаться в соло. Реквием будет весьма актуален в лоа, когда надо сбросить сагрившихся андедов. На 44-м появляется Restore Life, скилл актуальный только в пати с жирными по хп чарами и на высоких левелах. В пати с ВЛом, гномами и орками он был очень актуален как экономия маны. В пати с луками или ножами не актуален вообще, так как кастуется медленно, а хп у них мало. Также на 44-м появляется Purify, отличный скилл, но в C1 мало актуален, так как мобов с параличом немного, а некров еще меньше. Также в пати почти всегда будет ШЕ. На 48-м появляется Vitalize. В реалиях C1 очень актуальный скилл, так как мобов с ядом и блидом много, и дамажат эти дебафы очень сильно. А тут сразу и снятие дебафа и подхил. Но хотя он появляется на 48-м, до 52-го он не актуален, так как снимает дебафы силой 3 и меньше, и только на 52-м начинает снимать актуальные дебафы. Также появляется рут на нежить. А вот полезного умения Body of Avatar в C1 еще нет. Далее на скилл-апах у нас растут в мощи хилы, ну и конечно в затратах по мане. Вообще до хай-левела биш на каче практически не нужен. Ману быстро сливает, крутых бафов не дает, МП не заливает и сам часто дохнет, пытаясь кого-то выхилить. Если упадет от моба и дропнет что-то, то рандомка может дропы не вернуть. В итоге биши очень часто уходят в соло на нежить и перегорают. К 56-му докачиваются немногие. Но вот на 56-м расклады меняются. Биши резко становятся нужны всем, ведь мощный хил, который довольно сложно пробить, и дополнительный класс с ресом на масс-замесах может порешать. В C2 у биша появится Benediction, а в C3 молитва. Резюмируя, можно сказать, что в C1 биши крайне востребованы в PvP, но не очень на каче. То есть это больше констовый или клановый персонаж. Это лучший хиллер в игре, способный вытянуть PvP, риснуть членов группы и клана. До хай-левела будет испытывать большие трудности с поиском пати и часто будет вынужден качаться соло на нежити. До капа докачаются немногие, но зато те, кто все-таки смогут все преодолеть, станут одним из самых востребованных классов в кланах. Игра за биша подойдет самым большим фанатам класса и людям, которые готовы играть ради кланов и на большую перспективу. Если же вы новичок, то стоит лучше выбрать другой класс. Если хотите услышать обзоры других классов, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Там будут периодически проходить розыгрыши крутых сувенирных пушек из Lineage 2. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.